Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей, и я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Сегодня поговорим о двух таких весьма похожих для большинства людей, но все же кардинально разных по своей сути механизмах. Обсудим воображение и иллюзии. Разберемся, в чем их отличие и на что имеет смысл обращать свое внимание. Вначале приведу несколько, назовем это описаний, чтобы вы сразу поняли мою логику рассуждений. Итак, поехали. Воображение – это взгляд вперед, иллюзии – это взгляд с закрытыми глазами. Воображение – это творчество и созидание. Иллюзии – это запреты и оковы. Воображение – это спонтанное изменение формы. Иллюзии – это окаменелая форма. Воображение – это цикл дыхания. Иллюзии – это прекращение дыхания. Воображение – это путь. Иллюзии – это тупик. Воображение – это спектр вероятностей. Иллюзии – это свод предписаний. Воображение – это безграничность. Иллюзии – это непроницаемые границы. Воображение – это развитие. Иллюзии – это деградация и разрушение. Воображение – это сближение. Иллюзии – это изоляция. Воображение – это расслабление. Иллюзии – это перенапряжение. Воображение – это то, чего пока нет, но может быть. Иллюзия – это то, чего нет и не может быть. Воображение – механизм контакта с реальностью. Иллюзии – это механизм избегания реальности. Полагаю, суть вы уже уловили. Почему я вообще решил обсудить эту тему? Потому что сталкиваюсь с тем, что для многих людей воображение и иллюзии – это что-то вроде синонимов. Их часто ставят в один ряд, тогда как это очень разные механизмы адаптации, и их использование ведет к очень разным результатам. И бывает так, что человек думает, будто использует воображение, тогда как на деле используют иллюзии, не понимая при этом, почему же результаты не те, что хотелось бы. Приведу пример романтических отношений, но вы можете перенести его на другие контексты сами. Итак, нередко встречается рекомендация для людей, которые хотят с кем-то познакомиться для создания пары, воображать, визуализировать желаемый образ партнера в семейной жизни. И если мы откинем все сказочные идеи данной техники, состоящие в том, что якобы можно таким образом притянуть желаемого человека в свою жизнь, то ее реальные психологические задачи примерно такие. Фокусировку внимания и сосредоточение, расслабление, обращение к желаниям, чувствам и состояниям, формирование нового взгляда на свою жизнь, систематизация внутренних и внешних процессов. Вот именно так людям помогает воображение. Оно помогает исследовать пространство, дополнять его, проявлять активность, создавая новые формы. Однако люди часто путают воображение с иллюзиями и вместо пользы получают вред, издержки в долгосрочной перспективе. Какой же вред? Вот в нашем примере этот вред будет связан прежде всего с созданием заведомо бессмысленных и нереалистичных списков требований и соответствий. Такие иллюзии постепенно становятся верой, которая заменяет контакт с реальностью и опыт взаимодействия с ней. И любой человек, который хоть на миллиметр будет не соответствовать иллюзии, как должно быть, отторгается незамедлительно. А итог у всего этого всегда один. Это перенапряжение, изоляция, агрессия, непроницаемые границы, деградация, тупик, страдания. Вот как это выглядит? Например, на свидании носитель иллюзий будет вести лишь один диалог, свой собственный внутренний диалог со своим же списком соответствий и требований, игнорируя реального человека, находящегося рядом. И когда реальный человек не совпадет с изощренной иллюзией, наступит, во-первых, отторжение, во-вторых, страдание. Завершу я разговор словами, которые приписываются Альберту Эйнштейну, который якобы говорил, что воображение важнее знаний.
Неважно на самом деле, говорил ли Эйнштейн это на самом деле или нет. Важно то, что это и есть правда, потому что воображение – это путь исследования реальности, ведущий к знанию. Тогда как иллюзии – это вера в то, что ты заранее знаешь правильный ответ, а все, что не соответствует твоей версии – это ошибка. Воображение – это мощный инструмент познания и развития, а иллюзии – это ловушка ограничений, отрицаний и разочарований. Обращайте внимание на то, чем пользуетесь вы – воображением или иллюзией. Будьте внимательны и берегите себя. Вот на этом будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!